Эдуард пишет, я имел в виду уход с линии атаки в контакте с противником Чесау. Вот. Вот. И в этом случае, опять, мы говорим о конкретных каких-то вещах. Пожалуйста, Эдуард, напишите, какие принципы положены в основу Чесау. Вот мы опять, ребят, я очень прошу вас именно по принципам сейчас разобраться. Если мы разберемся в принципиальном основании вопроса, то мы легко дальше элементы перечислим. Но если мы будем перечислять элементы, это совершенно не будет означать, что мы дошли до каких-то базовых принципов. Вы понимаете, да? Поэтому, вот, пожалуйста, таким вот образом. Так, Иван, я как раз и имею в виду контакт с Бонсау, Тансау, Паксау, да. Окей. Алексей пишет, ушу рознь. Есть спортивный ушу, не боевой, со спортивным применением таулу, где таулу не связано с боевыми техниками. Станислав сейчас ровно, верно сказал, поддерживаю его. Спасибо большое, Алексей. Так, Алексей пишет, есть и практическое боевое БИ, и такие клубы трудно найти, и мастеров, кроме Москвы. Ну да, действительно, Москва все-таки большой достаточно город с каким-то колоссальным количеством непонятно откуда там образующихся людей, но понятно вполне, страна-то обескровлена, да, только в Москве, Питере, Екатеринбурге, там, я не знаю, где-то можно выжить более-менее, поэтому понятно. Да, в Москве больше людей, и, соответственно, больше, наверное, вероятность того, что вы кого-то найдете, это факт. Из мастеров, там, условно говоря, да? Хорошо. Эдуард пишет, Иван, зайди на мой канал. Окей. Итак, значит, все-таки, когда мы говорим о принципах основных, да, мы пока дошли только до двух принципов. Давайте я их обозначу еще раз. Что ваше действие, во-первых, должно быть короче, чем атакующее действие вашего противника в 2-3 раза. Да? Это мы уже поняли, я думаю, все согласились с этим. Второй момент. Я напомню такой важный принцип, который, я надеюсь, вы помните еще с анонса этого стрима. О том, что руки, которые близки к голове, едва ли вас защитят. Да? Почему говорилось как раз в этом анонсе? Есть отдельные техники, которые способны вас защищать, несмотря на то, что руки у вас в голове, но эти техники не универсальны. Я на этом настаиваю, вы можете сами в этом убедиться. Окей. Таким образом, это вот второй принцип. Да, руки у нас около головы располагаться не должны. Или не должны в основном располагаться, или не должны постоянно располагаться. Или, по крайней мере, одна из рук не должна располагаться рядом, например, с головой или с вашим телом. Это тоже очень важный момент. Причем я, когда говорю не должны располагаться рядом, я не говорю в процессе вашего защитного действия. Я говорю в начале этого действия. Вот я надеюсь, что, опираясь на эту фразу, может быть, вы сейчас выявите очередной принцип. Я бы очень хотел, ребят, чтобы вы сами их выявили. Потому что ничего не стоит ответ на вопрос, который вам дал кто-то извне. Больше всего самые ценные результаты – это те результаты, которых вы добиваетесь сами. Поэтому я стараюсь задавать вам вопросы наводящие. Для того, чтобы вы могли верно оценить то, о чем мы говорим сейчас, и прийти к верному выводу. Окончательно, да? Ваша собственная работа в данном случае для вас же самих гораздо важнее. Так же, как в спарринговых практиках. Если вы наблюдаете чужие спарринги или чужие тренировки, вы от этого не становитесь бойцами. Но когда вы сами тренируетесь и сами спаррингуетесь, вот именно эти результаты для вас являются самыми ценными. Да? Это делает из вас бойца. Окей, дальше идем. Так, Эдуард пишет принципы. Первый. Если путь свободный, бей. Об атаках мы сейчас не говорим, поэтому этот принцип сейчас мы даже не рассматриваем. Хорошо. Второй. Если путь не свободен, прилипай к противнику. Так. Пожалуйста, напишите, Эдуард, для чего? Почему это важно? Почему вы считаете, что прилипнуть к противнику там, да, это важный момент? Что именно позволяет этот принцип сделать? Как он позволяет выиграть? Так. Третий принцип. Если сила противника сильна, ну, наверное, велика, да, проводи ее мимо себя. Так, хорошо. То есть мы уже не сами уклоняемся, а способны, уклоняясь или не уклоняясь самостоятельно, отклонять атаку противника. Вот, пожалуйста, вам еще один хороший принцип, да, когда мы просто отклоняем атаку противника, не останавливаем, не еще что-то такое с нее, а просто отклоняем ее, да. Чаще всего это довольно просто и не требует множества сил и времени. Окей, дальше идем. И четвертый принцип уходит. Сейчас у меня уехал немножечко уже. Ага. Уходит противник назад, следуй за ним. Окей.
Да, но это уже не защита, это уже не имеет отношения к защите непосредственного, хотя вы правы абсолютно, это нас защищает. Это позволяет в дальнейшем очень хорошо контролировать любые возможности атак противника. В этом смысле вы правы, но это как бы профилактическое средство, давайте так скажем. Вот о других упомянутых вами принципах вот хотелось бы услышать, если вы о них напишите подробнее. Так, Эдуард пишет. Это 4 главных принципа боя. Один переходит в другой. Окей. Так. Всем добра, но здесь все честно говорю. Стэн Шериф пишет. Ну окей, хорошо, и мы тоже честно говорим. Эдуард пишет. Прилипать к противнику – это контролировать его. Вот. Ребят, вот сейчас мы подходим к очень важной теме. Контролю противника. Смотрите, это как в медицине. Мы можем иметь дело с последствиями болезни, как вот современная аллопатическая медицина, я сейчас не беру хирургию, там, какие-то такие области, да, а вот просто обычная аллопатическая медицина на уровне медикаментов. Она имеет дело с последствиями, она не лечит причины. Все это знают, да? Вот. Следовательно, вы сначала болеете, а потом купируете последствия. И, может быть, скорее всего, ваш организм, еще не до конца добитый этими таблетками, например, какими-то или уколами, да, справляется, наконец, с болезнью. То есть, по сути, в бойцовской практике примерно такая же ситуация возможна. Когда вы сначала получаете, а потом думаете, блин, а как же я это сделал? Почему, зачем я на это пошел, да? Вот Эдуард сейчас предлагает хороший принцип, который позволяет контролировать противника. То есть иметь дело с причиной, а не со следствием. Иными словами, это позволяет уже практически на первом самом этапе, даже на процессе зарождения атаки противника, не давать ему атаковать. Пожалуйста, замечательный принцип. Помимо принципа, вот, который был объявлен здесь Эдуардом, когда мы отводим атаку противника, да, в этот момент мы имеем дело уже со следствием. Но вот принцип контроля, принцип прилипания, ну, например, в Винчуне, да, это осуществляется при помощи чесау, и в других некоторых традиционных боевых искусствах этот контроль осуществляется при помощи такого прилипания, того, что мы называем чесау, например, да. Вот. Это одна из возможностей иметь дело с причиной, а не со следствием. Это очень хороший пример, замечательный. Окей, дальше идем. Смотрите, когда мы пытаемся что-то понять, что-то разобрать, вот даже этимологически, разобраться в русском языке, этимологически связано, как мы понимаем, с простым глаголом «разобрать». И поэтому нам надо сейчас разделять, ребят. Это принцип анализа. У нас есть два противоположных творческих таких импульса, да, анализ и синтез. Да? Мы сейчас именно анализируем. Поэтому нам надо разделять эти вещи. Давайте именно так. Принцип при контроле конечности противника поставить его в неудобное положение, перекрыв зоны атаки, нарушить его равновесие. Шикарно. Замечательно. Смотрите, вот еще целый ряд принципов. Помните, я вам говорил, что я могу вот навскидку перечислить с десяток, по крайней мере, сходу принципов, да, которые нам помогают выстраивать уже вокруг этих принципов, на их базе выстраивать свои защитные техники. Замечательно сейчас вот написано. Алекс очень правильно написал. Еще разочек. Не только поставить в неудобное положение, хотя это идеально. Когда во время вашей защиты те, кто умеет работать с рычагами, я имею в виду с рычагами не когда вы хватаете руки или ноги противника, а не хватая при помощи прилипания, вы работаете с рычагами противника, любой из вас умеет поворачивать противника спиной, боком там, и так далее, при помощи собственных рук, ног там, и так далее. Простейший пример – это давление на коленный сустав, да, который разворачивает противника под тем углом к вам, который вам выгоден. Еще раз, не травма коленного сустава, а именно легкое давление, которое поворачивает противника. Да? Замечательно. Замечательно. Ну, это один из вариантов, да, мы сейчас вот обсуждаем. Другой вариант, это когда, ну, слушайте, я даже не хочу сейчас, слушайте, мы сейчас к элементам перейдем, я не очень хочу это перечислять. Окей, дальше идем. Так. Нарушение равновесия. Ну, в какой-то момент это может отработаться, да, тоже, но я бы на это не рассчитывал. Иногда это удобно, нарушение равновесия, да. Например, когда мы во время своей защиты выполняем такие шаги, которые одновременно с шагом оттесняют стопу, опорную стопу противника, да.
Вот в этом случае, да, действительно, мы выводим его из равновесия, опять разворачиваем к себе выгодной стороной, для нас выгодной там и так далее. Ну окей, хорошо. Так, дальше идем. Иван Иванов пишет: Алекс, то есть принять то положение, которое будет неудобно противнику и в котором он не сможет атаковать. Алекс пишет: да, не хватать руки. Окей. То есть вот смотрите, мы уже, я даже уже сбился со счета, но мы, по крайней мере, мне кажется, пяток, а может быть и даже побольше каких-то принципов уже перечислили, да? Согласитесь. Если хотите, мы продолжим дальше по принципам сначала. Если хотите, уже на эти принципы мы постараемся наложить существующие, известные нам защитные техники. Как хотите. Хотите так поступим, хотите так. Пока я жду от вас ответа, скажу еще об одном принципе, который сейчас не был упомянут, но мне кажется, этот принцип важен. Также важен, как все перечисленные здесь. Смотрите, это принцип, при котором вы работаете на территории противника. Да? Знаете, да, вот, что самые удачные войны – это войны на территории противника. Да? Какая у нас страна во всех своих войнах многочисленных никогда не переводила эти войны на собственную территорию, за исключением гражданской войны? Это США. Самые успешные в военном деле на сегодняшний день, самая успешная армия. Да? Пока, по крайней мере, это так. Опять, почему? Потому что они соблюдают один из основных принципов: воюй на чужой территории, никогда на своей. Это важно. Вот как этот принцип может реализован быть в вашей защите? Если можно, ответьте мне на этот вопрос, и вы ответите себе на множество других вопросов. Так. Эдуард пишет: я сам охотно практикую давление на колени противника одновременно с шагами и контролем рук. Да, окей. Вот. Ну, то есть мы уже говорим все-таки об элементах каких-то, да, вот, которые мы так или иначе базируем на каких-то принципах. И тем не менее, вот давайте сейчас, так вот Алексей написал еще: перемещение в направлении к противнику вынудит его атаковать, и его действия станут заметными, можно будет защищаться. Но это провокация, да, это называется провокацией просто, когда вы провоцируете противника. Это, может быть, это неплохо. Я сам регулярно подобными вещами, по крайней мере, какими-то провокациями пользуюсь. Когда скучно работать с противником, то вы можете, безусловно, его спровоцировать на то, что сделает это несколько задорнее, интереснее и более выигрышно, да? Окей, но мы сейчас не об этом говорим. Еще раз, наша сейчас узкая достаточно тема – это принципы, которые гарантированно можно положить в свои защитные техники. Вот сейчас мы об этом должны говорить в первую очередь. Так, значит, никто пока не отвечает на два моих вопроса. Значит, еще раз, первый вопрос. Так, вот Алексей пишет: а что вы имели в виду по отношению к спаррингу, когда говорили о бок на территории о работе на территории противника? Ну вот, вы, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Ребят, я не очень хочу говорить загадками, я не очень хочу вас интриговать там и так далее. Я просто хочу, чтобы вы шире смотрели на вещи. Я хочу, чтобы вы начали замечать то, чего вы не замечали раньше. Пока я жду все-таки ответа на эти два вопроса мною заданных, я еще раз сейчас расскажу о переписке с одним из наших подписчиков. Как раз эта переписка касалась опять вопроса внимания. И один из вопросов, который был мне задан, вот я достаточно упорно ставил себе атакующие действия какие-то, да, я вот атаками очень активно занимался и не слишком много внимания уделял защитным техникам. Что я упустил? Вот почему все всегда считают, что самое главное атакующее действие? Я отвечу. Это вопрос замыленного сознания. Вы смотрите то, что вам показывают по телевизору. По телевизору вы увидите постбоксерские направления. Ну или условно посткаратистские, да. Но на самом деле вы видите все равно постбокс. Исходя из этого, да, ваше сознание выстраивается именно под эту модель, под это лекало. Вы не видите другого.
Так же, как когда вам показывают, как плохо живут в развитых странах, какие там существуют колоссальные проблемы, вам кажется, что в вашей-то стране нет такой уж большой проблемы. Хотя это неправда, это ложь, просто ваше сознание выстраивает таким образом. Да? То же самое и здесь. Я очень хочу, чтобы вы шире смотрели на вопрос. Чтобы вы научились мыслить таким образом, что сами, задавая себе правильные вопросы, вы тут же находили правильный ответ. Я считаю, что это важный такой критерий жизни бойца. Вот. Даже если это боец самоделкин, даже если это боец выдумывает все время что-то из головы, он все равно должен на что-то ориентироваться. Должна быть какая-то, как это сказать, какие-то оси координат, вокруг которых он будет выстраивать так или иначе свои навыки. Вот это я считаю важным. Итак, ответов на свои вопросы я пока не вижу. Значит, видимо, отвечать придется мне, да? Хорошо, пресс-конференция. Окей. Давайте я сначала отвечу на второй свой вопрос как раз и на вопрос, который мы сейчас видим у Алексея. Что я имел в виду по отношению к спаррингу, когда говорили о работе на территории противника. Смотрите, объединим сейчас несколько принципов. Алексей пишет, мы не знаем. Окей. Объединим сейчас несколько принципов. Ребят, как всегда, я всегда говорил, что боевые искусства это очень просто. Но пока вы не ответили себе на какой-то вопрос, вам это кажется сложным. Как только вы находите ответ на вопрос, вы думаете, господи, а почему я это не увидел? Почему я этого не заметил? Так вот, идея-то не в том, что должен быть какой-то дядя, который вас должен учить. Это, конечно, здорово. Но и любой дядя может упустить что-то. Когда вам о чем-то говорит, когда вас чему-то учит и так далее. Вы можете что-то недопонять самостоятельно и так далее. Поэтому я и говорю, ребят, внимание ваше должно быть правильно направлено. Вы должны абстрагироваться от информационного шума. Вы должны правильно понимать любой вопрос и любую ситуацию. Объективно. Не проводя через какие-то фильтры и так далее. Так вот, мы сейчас с вами говорили о том, что наше действие должно быть в 2-3 раза короче, чем действие нашего противника. Да? Говорили мы с вами? Говорили. Давайте теперь поговорим о том, в каких условиях, в каких обстоятельствах наши действия становятся в 2-3 раза короче. Давайте для этого рассмотрим просто 3 фазы развития любого удара, любого атакующего действия. Или серии ударов. Я не знаю, как хотите, это вообще не важно. Вот. Смотрите, существует начало движения, существует окончание движения и существует развитие движения. Да, вот 3 простые фазы. Я наверняка уверен, что вы сейчас удивляетесь, почему я о таких простых вещах говорю. Ну, потому что просто вы это упустили сейчас из своего сознания. А я хочу, чтобы вы, ваше сознание, ваше внимание было направлено на эти 3 фазы. Так вот, значит, на какой из этих фаз мы можем быть быстрее, чем наш противник? Давайте. Значит, смотрите, в последней фазе, в результате нашего действия противника атакующего, в этой фазе его скорость достаточно велика, наша скорость, возможно, не так велика, наша реактивность, возможно, замылена чем-то еще, мы как-то отвлеклись, что-то не заметили. В этой фазе мы можем быть быстрее, чем наш противник? Ну да, можем, но можем и не быть. Согласитесь. Вот это 50 на 50 вас устраивает? Меня нет. Окей, об этой фазе забываем. Как раз в анонсе к этому стриму я говорил о том, что вот руки, которые находятся около головы, вас не защищают именно по этой причине. Окей. Теперь развитие любого атакующего действия или серии атакующих действий. Да? В этой фазе мы можем быть более эффективными, чем наш противник. Конечно, можем. И уже, наверное, с большей вероятностью, чем в конечной фазе. Правда? Но все еще это не гарантия наших возможностей. Да? Не гарантия успеха. Да? И давайте тогда рассмотрим самую первую фазу. Фазу начала атакующего действия. Вот видите, когда голая теория нас наконец-то выводит на практику. Да, действительно, теорией иногда надо заниматься. Хотя мы все прикладники, мы все работаем с противниками, там, я не знаю, там, в спаррингах и так далее. Вот. Но без теории, ребят, никуда.
Если не разберете это в своей голове, значит не разберете и на практике. Так вот, когда мы имеем дело с началом движения, с тем, что еще не развито, да, мы снова приходим как раз к тому, о чем Лао записал, о том, что с любым явлением надо иметь дело в начале, когда это явление еще не развилось. И в данном случае я перевод не Ян Хиншуна привожу, а другие переводы. Окей. Но смысл такой, что корректировать что-то лучше всего в самом начале, в самом зародыше. Когда, не знаю, на вашем садовом участке какой-нибудь клен рассеялся, не знаю, бузина какая-нибудь, еще что-то такое. Скажите, вам будет удобнее 10 лет ждать, а потом это пытаться, эти пни, помимо того, что резать сами эти деревья, весь этот лес, который у вас вырос, да, еще пни надо выкорчевывать. Представляете, сколько это работы? И насколько проще просто прополоть вот эти вот выросшие там деревца какие-то маленькие из семечек. Вот в этой фазе самая эффективная ваша работа. Именно поэтому я и говорю, что работа на территории вашего противника гораздо выгоднее, чем работа на вашей территории. Вам надо, как вот Эдуард, например, одно из предложений его было приклеиваться к противнику, контролировать противника и так далее. Но я сейчас хочу это локализовать еще больше. Контролировать и приклеиваться до того, как любое начало начинает превращаться в развитие. Да? Вот я считаю это наиболее важным. Кстати, тот же самый Винь Чунь это позволяет делать с высокой эффективностью. Каким образом? Ребят, те, кто практикует на сегодняшний день Винь Чунь, вам легко ответят, когда ваше статичное даже положение рук, да, позволяет вам защищаться. Когда вы просто выполняете действия, не какие-то объемные действия руками, волшебные пасы какие-то, да, а когда вы выстроили, например, свою руку или свои руки, да, каким вам удобно, например, образом в данный момент, и дальше действуйте коротким шагом. Все, дальше уже контроль, полный контроль вашего противника, если мы говорим об одном противнике. Когда мы говорим о 2, о 3 противниках, это достигается разными методами. Винь Чунь, разными методами, там, Вон Цюань, Фу Цюань, там, и так далее. Вот Вон Цюань, например, позволяет контролировать сразу 2 или 3 противников. Да? Но это уже отдельная тема, сейчас об этом не говорим. Так вот, эта ситуация, когда ваши руки защищают вас не близко к вашему телу, не когда вы, ну, типа я в домике, да? А когда вы, наоборот, руки свои вытягиваете к своему противнику. Да, это позволяет вам уже что-то делать. Правда, то, каким образом вы вытягиваете руки, зависит от практикуемого вами направления. Каким образом вы будете работать на территории своего противника. Каким образом ваши руки будут проникать, как это сказать, в защищаемую им сферу какую-то, да, одновременно с вашей защитой. И это уже зависит от того направления, которое вы практикуете. Но вот этот важный принцип, я считаю, это такой вот принцип, которому надо следовать в том числе. И если мы говорим, это один из принципов. Еще раз, здесь был перечислен целый ряд принципов, на секундочку. На все их обращайте внимание. Но это вот принцип, например, который я уже советовал бойцу, видео которого мы сегодня разбираем. И этот совет был и в наностриме, предшествующем всем его видео на нашем канале, и в стриме предыдущем, когда мы обсуждали его видео. Я говорил о простейшей защите, с которой ему надо начать. Это защита, которая при помощи, выполняется там внутренней частью ладони или внешней частью ладони, когда осуществляется легкая коррекция действия противника, легкое сопровождение его действий, не удары какие-то по его рукам, там, не еще что-то, а просто коррекция его действий. Ребят, все понимают, что такое стрельба из лука, из пистолета, из автомата, из чего угодно. Да? Все понимают, что когда вы прицеливаетесь, да, ошибка на полградуса в вашем прицеле влечет за собой ошибку в миллиметры, в сантиметры уже, в дециметры, в метры даже, относительно вашей мишени. Ошибка здесь на полградуса и ошибка там на целый ряд каких-то сантиметров, дециметров, метров. Вы понимаете, да?
так же точно происходит и с атаками вашего противника. Коррекция на миллиметр в начале его действия означает, что он не попадает уже в конце действия гарантированно. Это так? Вот, пожалуйста, вам простой пример. И опять я возвращаюсь к тому совету, который я уже давал этому бойцу. Ведь не значит, что я вам лично даю такой же совет, вы практикуете свое боевое направление, там решения могут быть другие. Вот, но основываться они могут вполне на этом же принципе. И я почти уверен, что они основываются в том числе и на этом принципе. Потому что боевые искусства, в принципе, основаны на одних и тех же принципах. Просто решение этих принципов, да, реализация этих принципов может быть разная по форме. Но принципы-то одни и те же.